В этом видео вы узнаете 3 признака токсичных отношений, когда действительно стоит задуматься о том, что, может быть, пора заканчивать этот контакт, эти отношения. И, может быть, любовь вовсе не любовь, а зависимость. Итак, 3 признака токсичных отношений. Признак номер 1– это когда в ваших отношениях присутствует гиперконтроль. Причем это может быть гиперконтроль как со стороны обоих партнеров, так и со стороны кого-то одного. Например, ваш партнер мужчина, и он вас контролирует каждый шаг, смотрит переписки, обязательно должен знать, где вы, в какой момент находитесь, не переносит, чтобы вы проводили много времени без него. Почему? Потому что ему сложно контролировать, когда вы не находитесь рядом. Также это может быть гиперконтроль с вашей стороны. Здесь, конечно, сложнее заметить, потому что обычно мы видим соринки в чужих глазах, своих бревна не замечаем. Но если вы действительно хотите знать каждый шаг вашего партнера, если у вас прям чешутся ручки залезть к нему в телефон и знать обязательно обо всех его переписках, если вы так же, как и я описала в предыдущем своем примере, хотите знать каждый его шаг и просто вам как-то некомфортно, когда он долго без вас, то это гиперконтроль. Гиперконтроль – это один из признаков токсичных отношений. Признак номер 2. Вы не можете сказать «нет». Когда у вас отношения равных, партнерство равное, то партнер всегда чувствует за собой право сказать «нет» и как-то договориться. Но если вы в отношениях не чувствуете свое право сказать «нет», или чувствуете, понимаете, что оно есть, но не можете этого сделать, скорее всего, потому что боитесь потерять, да, что если вы откажете, то вдруг он вас бросит, то это очень серьезный сигнал нездоровых отношений токсичных, из которых тоже, наверное, лучше всего выходить. Потому что отсутствие возможности сказать «нет», отказать – это полная зависимость. Это просто потеря своей личной свободы, своих границ, своей индивидуальности. Это когда растворяешься в партнере и теряешь полностью себя. Третий признак токсичных отношений – это постоянный стресс. Стресс в жизни, в принципе, это норма, если он в нормальном количестве. Если практически каждый ваш день – это стресс, и именно по причине отношений с вашим партнером, это очень опасно. Стресс, он на самом деле имеет такой ужасный накопительный эффект, что когда мы находимся в стрессе, мы сначала не замечаем его, мозг как будто не осознает, мы все время ищем оправдания, еще чуть-чуть и это закончится. А потом, когда скапливается такое количество, что тело уже начинает сдавать, нервная система уже работает ненормально, человек как-то разом просто, называется, лег в кровать, встать не может, да, что-то начинает настолько отказывать, что уже это становится явно заметным, и тут уже недостаточно просто прекратить причину стресса, нужно прям уже компенсировать тот урон, который человек себе нанес этим стрессом своей психике и своему телу. Так вот, если стресс у вас из-за того, что вы в таких сложных отношениях с партнером, то потом компенсировать уже будет очень сложно, потому что нужно будет находиться без партнера. А находиться без партнера, с которым такие токсичные зависимые отношения, это еще больший стресс. Поэтому нужно не ждать, пока вот прям тело, психика уже откажет, и вы явно заметите, что что-то не в порядке. Да? Нужно понаблюдать, сегодня вы стрессуете именно из-за отношений. Есть ли у вас такое, что вы нервничаете? Ваши отношения, точнее ваши чувства, эмоции в этих отношениях похожи на состояние, что вы на американских горках, да, когда резкий спуск, дух захватывает, не знаю, истерика, слезы, переживаешь, нервничаешь, волнуешься, потом получаешь что-то, внимание от него, например, или какие-то слова, или какие-то обещания, которыми он, возможно, кормит. И такой раз и отпустила, и эйфория. Так вот, когда в отношениях вот такие качели,
от яркой эйфории все хорошо до пиков полной тотальной разрухи я не могу себя собрать, это признак стресса в отношениях, и это очень существенный признак токсичных отношений. На это обязательно нужно обращать внимание. Я желаю вам не быть в токсичных отношениях. Если вы все-таки в них оказались, то знать, помнить, верить в то, что из них можно выйти. Главное верить, что выход есть. Есть огромное количество женщин, которые выходят из таких отношений, лечат себя, терапевтируют, меняют себя, трансформируют и больше не входят в такие. То есть это лечится, это меняется, в это нужно верить, знать и искать свой выход. В этом видео вы узнали 3 признака токсичных отношений. Если вам было интересно это видео и эта тема, подписывайтесь на канал, он как раз таки про отношения. Если у вас есть вопросы, пишите их ниже в комментариях. Я читаю ваши комментарии, я отвечаю на вопросы, я вижу, что вы мне пишете. Я с вами в комментариях. До встречи!